1-1. Звук идет, камера работает. На часах без 20:11. Значит, настало время для записи 10 главы трипологии звука. Всем привет. Так совпало, что в этом месяце у моего канала 3 значимых цифры. Это 10 глава трипологии звука, первые 300 подписчиков и 30 тысяч просмотров на канале. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто со мной, всех, кто подписывался, всех, кто смотрит. Мне очень важно знать, что кому-то полезны мои монологи, мои разговоры о звуке и об аналоговом, и об цифровом. Всем спасибо. Как вы уже догадались, 10 глава трипологии звука является ответом на предыдущий очерк номер 4, где я задал загадку про синтезатор. И правильным ответом является Estradin 314 Solaris версия номер 1. Очень приятно то, что загадку отгадали буквально в первые 30 минут. И первым, кто дал правильный ответ, был Сергей Леньков. Сейчас точно посмотрю, чтобы не ошибиться с фамилией. Да, Сергей Леньков буквально через минут 20 после того, как я выложил ролик, написал: практически уверен, что это Estradin Solaris 314. Действительно, это так. Позже еще 2 человека дали правильный ответ. Один угадал по форме корпуса, предположил, и один человек предположил, уже догадками дошел. Ну и вообще много голосовало именно за Estradin. Это очень удивительно, потому что все-таки я, допустим, не уверен, что я сам бы угадал этот синтезатор просто по звуку. Хотя логически можно было прийти. Сейчас вот после того, как у меня появился этот синтезатор, я уже, наверное, его звук узнаю, потому что у него все-таки есть некоторые особенности и некоторые такие характерные, как это сказать, звучки, пресеты, вот по которым среди наших синтезаторов можно его угадать. Многих ввело в заблуждение то, что я написал, что синтезатор редкий, и, в общем-то, я не соврал, потому что данный корпус, данный вид, получается, этого выпуска этого Estradin, этот синтезатор, конкретно вот этот из первой 1000, у него номер 865, кажется. То есть в таком корпусе, они достаточно редкие. В таком же корпусе также можно найти Estradin 230, который монофонический, и тоже они достаточно редкие агрегаты. Все-таки этот аппарат больше распространен уже в современном его корпусе, который такой продолговатый. Вот, в том виде он был очень широко распространен. И редким его в том именно произведении нельзя назвать. Что еще особенного с этим синтезатором? Мне очень приятно именно будет рассказывать о нем, потому что второй вопрос, который был в очерке, это страна-производитель. Правильный ответ, конечно, СССР, но если немножко еще углубиться в подробности, то самый точный был ответ — это УССР, Украинская Советская Социалистическая Республика. А так как я родом из Украины, мне было удивительно узнать, что, оказывается, Estradin выпускались в моей стране. То есть конкретно это город Житомир и завод «Электроизмеритель». После того, как я это узнал, я поинтересовался, то есть полез в интернет посмотреть, что за завод, где он, как он выглядел. Конечно, грустно было узнать, что завод, существует. Может, существует уже какая-то, наверное, часть мелкая завода, потому что сайт еще есть. Там действительно до сих пор выпускаются приборы для измерения, но на других каких-то форумах, сайтах написано, что на самом заводе уже работает очень мало людей, и сама территория, я так понял, пустует. В общем, по классике, после распада СССР, как всегда, все пришло в упадок. Хотя в то время на нем выпускались вот такие замечательные синтезаторы и много других революционных на то время музыкальных инструментов. В частности, первый электробаян Estradin 8B. В основном они специализировались, конечно, да, там электробаяны были очень интересные, и что там еще было, синтезаторы, органы. Больше так не скажу, но вот с музыкальных инструментах точно вот эти вот знаю. Очень, очень интересно то, что можно найти информацию не историческую, а вот автобиографическую про
вот время становления этих синтезаторов. Сейчас снова подсмотрю имя, потому что, чтобы не соврать, так сказать. Я нашел блог музыканта, композитора, баяниста и инженера, который участвовал вот в этом всем, в становлении этого всего, конкретно при создании баяна ST1-8B и других устройств, которые были созданы на этом замечательном заводе. Вот, и сейчас я потом ссылку оставлю. Альфред Грибер. У него есть блог на LiveJournal, и там есть цикл очерков Эстрадин, про Эстрадин, про его, получается, годы работы там, про его участие в всяких выставках, вообще вот про коллектив, который этот создавал, синтезатор, как все это тяжело давалось, про разработку. Я ссылку оставлю в описании под видео, кому будет интересно, просто обратите внимание, очень хорошо написано, очень интересно просто почитать про то, как появлялись музыкальные инструменты, какими трудами это давалось, насколько они были на то время инновационными и новаторскими, и насколько они удивляли людей тогда. Что? Это как такое предисловие. Наверное, теперь пора уже рассказать о синтезаторе. По классике жанра, это уже второй раз, когда я пишу видео, вот у меня постоянно так. Первый раз я его записал практически целиком, уже должен был перейти к музыкальной части, просто там, где я буду наигрывать что-то. И прямо посреди записи очерка синтезатор у меня сломался. Поэтому, скажем так, по классике жанра я, скорее всего, начну с того, на что нужно обратить внимание и что у вас, скорее всего, будет сломано или не работать при транспортировке или доставке или покупке этого синтезатора. Потому что вот у меня он ломается уже третий раз. В общем-то, поломки незначительные, но времени на них было потрачено, достаточно. Чтобы наглядно объяснить и рассказать, я сейчас синтезатор, он у меня без нижней крышки, я его сейчас поставлю на руба и уже как бы на примере буду рассказывать, что произошло у меня после доставки, что у меня произошло при записи очерка, и на что обратить внимание. Так, я думаю, вам все видно. В данном случае мы видим внутреннее устройство синтезатора STR1-314 под кодовым названием Solaris. Итак, наверное, немножко предыстории. Купил я его, приехал он ко мне из города Одессы, и продал мне его парень, который тоже был увлечен этим всем советским звуком. И они, в общем, с товарищем занимались поиском редких каких-то наших синтезаторов, покупали их, записывали с них сэмплы, звуки и использовали потом при написании музыки, и потом их просто продавали. То есть у них был такой оборот синтезаторов, и в данном случае вот этот синтезатор я купил у него. Значит, приехал он ко мне, и я не смог его, то есть он не работал. Человек, в принципе, писал, что он все работает, все хорошо, все проверен, никаких там у меня сомнений в этом не было и не возникало, то есть я понимал, что что-то произошло при доставке, и первым делом, естественно, я разобрал синтезатор, и выявилась такая особенность, то есть вот здесь вы можете наблюдать блок, где установлены все платы. Платы эти подключены через такие, я их называю военные почему-то, не помню, где-то я встречал то ли в самолетных устройствах, в блоках самолетов электронных, эти разъемы такие старые советские, еще из, не помню, как же называется это? Ой, забыл, как этот материал называется, такой негорючий. В общем, эти разъемы, то есть платы вставлены, он как бы модульный, и они... 6 эти плат сюда вставлены. Естественно, при транспортировке синтезатор стоял вот так вот руба, то есть так только, на своей нижней части. И можно представить, что от меня до Одессы, там, не знаю, километров сколько, 400-500, то есть эти платы от вибрации выпали.
И вообще все проблемы в основном были из-за того, что что-то оторвалось, что-то выпало, что-то стало там наперекосяк или еще как-то. То есть механически в основном были проблемы. Чтобы решить и найти вообще все эти проблемы, у меня ушло больше дня, потому что там был такой комплекс из проблем, которые просто так выявить было, ну, достаточно трудоемко. То есть первое, что я сделал, этот блок снял, вот тут эти болтики можно открутить, и тогда вот эта панель, она так на салазках как бы там стоит, таких шпильках, ее можно вытащить и повернуть, и тогда появляется доступ к этим всем платам, их можно вытащить, посмотреть, проверить по отдельности. То есть, когда я их вставил нормально, ну, там были выпавшие платы, плата питания была выпавшая, и один из задающих генераторов тоже были выпавшие платы. Я их вставил, но звука не появилось. Все равно не появилось. После этого я начал смотреть схемы на этот синтезатор и понял, что этот синтезатор не будет работать без педали. Там сверху два разъема. Один выход, второй под педаль. И так уж устроен этот синтезатор, что если педали не подключена, то цепь разомкнута, и звука нет. Педаль, насколько я понял, управляет уровнем громкости. Я сделал перемычку, посмотрел на схеме, как там устроено, сделал перемычку, добавил перемычку, появился шум, но звука все равно не было. Позже мою догадку, кстати, подтвердил этот парень. Я ему отписал, что у меня не получается запустить синтезатор. Он сказал, там должна быть перемычка, но ее не было. Скорее всего, она просто выпала в дороге, опять же, от вибрации, чего-то. Я уже спаял не просто с проводочка перемычку, а вот из разъема, ну, обычный 5-1 разъем, и на нем запаял перемычку. Ну и сейчас я, кстати, вытащил ее, звук пошел, сейчас на место вставлю. То же самое. Вот сейчас я подал звук, мягко говоря. То есть дальнейшее исследование этого синтезатора. Нашел я оборванные провода там на выходе звуковом. Получается, тоже от разъема внутри оторвался провод тоже от вибрации, его просто, ну, перебило. Был оторван на фейдерах, там 2 провода, получается, звукозадающих, и еще один на клавиатуре. Все это произошло, в общем-то, из-за вибраций. После этого, как бы, когда я подключил, все равно звука не было. То есть после этого я уже пошел за тестером. Это был уже, наверное, 2-й, по-моему, день. То есть, ну, уже хотел послушать просто звук, знаете, вот когда ждешь синтезатор, то есть первое, что хочется его услышать, пусть даже кое-как, но услышать. А я вроде как уже и получил, и вроде как и ждал долго, а звука все нет. И стал уже по классической схеме искать звено, где могла быть проблема. То есть и в данном случае меня часто спрашивают, как диагностировать какие-то проблемы, то есть в синтезаторах, как их ремонтировать. То есть как и в любой аппаратуре. То есть нужно блочно проверять шаг за шагом каждую плату. То есть вначале кусками, то есть платы прямо смотреть, а потом уже части платы, именно из которых состоит, да. Как правило, к нашим синтезаторам еще шли довольно-таки неплохие схемы, где были указаны точки, в которых можно померить напряжение, например, да, осциллограммы, и указаны условия, при каких условиях там должны быть какие напряжения. Ну, то есть, по крайней мере, очень часто такие схемы встречаются. И, как правило, вообще в любом оборудовании все начинается с питания. То есть нужно проверить приход питания на выпрямитель, на стабилизатор и, естественно, выход. То есть прозвонить, посмотреть, чтобы было все по схеме, нужное питание, и доходило до всех нужных шин. И после прозвонки питания я выяснил, что у меня одного плеча питание, ну, обычно на синтезаторах двуполярное питание, то есть здесь плюс-минус 10 вольт, и вот минусового плеча не было вовсе. Тогда стало ясно, что проблема есть еще какая-то в плате стабилизации по питанию, то есть я ее вытащил, внимательно просмотрел, и там такая неудачная была конструкция, ну как неудачная, крепление конденсаторов, то есть их кто-то снимал, может быть, перепаивал и не закрепил. И получается, они оторвались сами, то есть он как бы на месте вроде бы был
как бы так чуть-чуть прикреплен там проволочкой, но он оторвался, и когда оторвался, оторвал еще и кусок дорожки вместе с собой. Дорожки в старых таких синтезаторах очень легко отрываются, потому что платы еще гетинаксовые, их чуть-чуть перегреешь, и, ну, вообще очень плохо там вот этот слой медный держится. О, вспомнил разъемы. Бакелит. Бакелит называется вот этот материал, который не горит. Да, точно. То есть и дорожки от гетинакса очень легко отслаиваются. Естественно, то есть оторвало дорожку, пропало там цвет, ну, в общем, и пропало питание. То есть я восстановил, закрепил нормальные конденсаторы, плечи по питанию появились, звук появился, но звук был какой-то очень такой, ну, вообще слабенький, так сказать. То есть вот как будто, и включаешь синтезатор, как будто прогревается. То есть померил питание, и оказалось, что питание было там 5 вольт и 5, сейчас, 5,8, то есть на одном плече минус 5, на втором 8. То есть перекос, во-первых, на напряжении был, во-вторых, недостача была напряжения. После я уже обратил внимание, что вряд ли такой блок питания здесь стоял. Здесь стоит торовый блок питания, такой маленький. Я таких никогда, собственно, не встречал именно на синтезаторах. Обычно стоят обычные трансформаторы. Из-за этого, кстати, фонит очень часто синтезатор. Все-таки вот торы, они стоят в более качественной звуковой аппаратуре, они имеют меньшее свойство вот выдавать фона в линию питания. То есть блок питания стоял меньше, и в нем не хватало вольтажа для раскачки, опять же, платы. То есть я это решил очень просто. Там оказался вылетевшим один конденсатор, опять же, на регулировке. То есть там можно подрегулировать питание. То есть одно плечо я просто отрегулировал до нужного значения, а второе там не регулировалось вовсе. То есть перепаял транзистор, и регулировка появилась. И когда я сделал уже питание там 9,3, по-моему, вольта, я решил, в принципе, ну, как правило, такое сильно не перегружать вольтаж, лучше чуть-чуть меньше дать. То есть дольше будут служить микросхемы, учитывая все-таки возраст синтезатора. Синтезатор 84 года, кстати, на 5 лет старше меня. То есть я 89-го, а синтезатор 84-го. Поэтому я решил сильно не перегружать по питанию и сделал меньше. И звук стал вот уже таким мощным, так сказать. То есть напряжения уже хватало, чтобы раскачать все силовые схемы, и как бы звук пошел. Это были проблемы, которые были связаны конкретно с его доставкой. Когда же я записывал вот первый раз главу, я тоже вот так поднял синтезатор, чтобы рассказать вам о его устройстве. Опустил синтезатор, рассказывал там дальше всю эту историю. Про этот синтезатор, про то, вот, что знаю о нем. И когда я решил, то есть по традиции, показать звучание этого синтезатора, вдруг оказалось, что звука нет. И я начал как бы экспресс-ремонт, пытаясь выяснить, что же произошло. То есть я его просто поднял и пустил. То есть я понимал, что какая-то мелкая механическая, так сказать, проблема. И пытался ее в онлайн-режиме как бы выяснить, еще все это записать на видео. Часть записалась, часть потерялась, поэтому я не стал монтировать. Сейчас просто вам быстро расскажу, что произошло. То есть, когда я его поднял и опустил, и звук пропал. То есть, опять же, первым делом я просмотрел все платы, что ничего не выпало, все было на местах. Посмотрел все провода, тоже все было на местах. После этого я начал снимать все платы, смотреть напряжение. То есть вытащил все платы, кроме питания, посмотрел напряжение. Напряжение было. И поочередно начал вставлять платы. Вначале усилитель, звук был, то есть усилитель работал. Потом вот здесь вот делители вставил, все тоже хорошо идет. Наводка оттуда, если подать какой-то сигнал звуковой. Все нормально. То есть, значит, проблема где-то либо в клавиатуре была, либо вот в этих вот... в генераторах. Чтобы вы понимали, порядок плат. Вот здесь сверху плата делителей, под ней вторая плата питания и снизу третья плата усилителя. Здесь 3 идентичных платы, на каждой из которых 4 микросхемы задающих, и каждая, то есть вот из вот этих плат 3 отвечает за 4 клавиши на каждой октаве. И получается, вот эти 3 платы, они одинаковые. То есть я стал их по одной ставить, то есть поставил, у меня вдруг нижнюю поставил, у меня появилось
4 клавиши. Поставил вторую, у меня еще появилось 4 клавиши. Доставляю третью, у меня пропадает звук полностью. Вытаскиваю третью, вот эту вот верхнюю конкретно плату. То есть они все три одинаковые, чтобы вы понимали. И беру вторую, переставляю в разъем первого. Для чего это делается? Чтобы проверить, что проблема в самой плате, а не где-то в линии, например, вот здесь где-то что-то оборвалось. То есть вставляю, и у меня начинают работать еще другие 4 клавиши, то есть те, за которые отвечает верхняя плата. То есть я понимаю, что проблема какая-то в плате, и что это не очень хорошо, потому что просто так обычно платы не перестают работать, то есть, ну, сгорает там или еще что-то. Думаю, неужели у меня что-то там, что-то упало, коротнуло, что выгорела плата. И начинаю ее очень внимательно просматривать. То есть, как правило, вот такие резкие проблемы, то есть просто так ничего не сгорает. Если с питанием у вас все хорошо, то плата не может взять и моментально выйти из строя. То есть этому именно сгоранию платы что-то предшествует обычно. Скачок напряжения, какой-то статики, упал там, закоротила фаза там куда-нибудь, что-нибудь, ну, что-то связанное именно со скачками, ну, с чем-то другим. То есть в данном случае такого ничего не было. И я подозревал, что проблема какая-то снова же механическая. И после внимательного просмотра вдруг выяснилась такая вещь. Вот тут, наверное, видно, есть такие вот конденсаторы. Чтобы вы понимали, этот синтезатор уже кто-то перебирал, мастер. Перебирал довольно качественно, заменены все электролитические конденсаторы. Это первое, что нужно делать при покупке старого синтезатора. Если там еще оригинальные стоят электролитические конденсаторы, их нужно заменить, потому что, как правило, они теряют уже свою емкость. Звук может быть плохим, шумным или вообще его может не быть. То есть первым делом нужно менять конденсаторы. То есть тут это все было заменено, то есть местами там хоть и аккуратно человек видно, что то ли паяльной станции, то есть аккуратно очень работал человек, то есть не перегревал плату, то есть только в редких местах были такие дорожки повреждены. Но, как правило, паяльником ее бы вообще нельзя было аккуратно перепаять. То есть там все было хорошо. Но я смотрю, вот этот конденсатор, их не трогают обычно, потому что эти конденсаторы, как это сказать, емкость, малой емкости, то есть там пикофарады, нанофарады. Их применяют в цепях фильтрации высоких каких-то частот. Например, такие конденсаторы обычно стоят по питанию микросхемы, прямо вот на ножках, там, где плюс-минус заходит на микросхему. Как правило, рядом ставят такой конденсатор, чтобы сгладить пульсации самой микросхемы. И вот этот конденсатор от своего веса, когда я поднял синтезатор и опустил, может быть, он еще в дороге там болтался и уже надорвал дорожку. И, в общем, он оторвал дорожку. А как я уже говорил чуть вот ранее, что обычно такие синтезаторы стоят именно на питании. То есть он вырвал дорожку, и, скорее всего, эта дорожка была именно питанием. То есть я его пошел, восстановил эту дорожку, там кусочек провода напаял, закрепил его китайским термоклеем, вставил плату, и все заработало. То есть все это заняло весь этот поиск. Все заработало. Все это заняло примерно часа 2. То есть я думаю, хорошо, починил. Сажусь играть и понимаю, что у меня еще не работает 2 регистра звука. То есть тембра. Как опять? Почему? Что произошло? То есть переворачиваю и начинаю снова искать причину. И следующая причина была, опять же, механическая. Когда я снимал вот этот блок, как видите, здесь гребенки такие с перемотанной изолентой. И вот здесь эти гребенки переходят на фейдера, то есть оторвало 2 провода от фейдеров, как раз тех регистров, в которых пропал звук. То есть в большинстве своем, если вы купите этот синтезатор, то есть первое, на что надо обратить внимание, это механические всякие повреждения при доставке. То есть, как правило, у вас будет что-то оборвано, что-то выпало, что-то где-то перебито, и, ну, не знаю, это должна быть какая-то очень аккуратная доставка, чтобы вам его вот прям на руках несли, чтобы ничего в него не выпало. Вторая проблема, не проблема, можно сказать так, а особенность, это то, что в этом синтезаторе очень важно, чтобы клавиатура была в хорошем состоянии. Честно говоря, я по наивности считал, что у электроники EM25 такая очень сложная клавиатура с двумя такими контактами, 2 контакта, 2 штанги. Думал, это очень сложно. После того, как я увидел вот эту клавиатуру,
Я сейчас уже, не знаю, если я увижу что-то сложнее, я очень удивлюсь. Чтобы вы понимали, здесь, сейчас скажу, посчитаю сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 6 контактов и 6 штанг. То есть регистров раз, два, три, четыре, пять. То есть 5 контактов идут, каждый отвечает за свой регистр. У меня даже пальцев не хватает. То есть вот это 5 контактов на регистре. И есть еще один. Насколько я понимаю, последний контакт отвечает за огибающий. И чистить это дело, это просто, как сказать, мучение, потому что чистить и настраивать, чтобы все звучало, потому что когда я жму клавишу, то есть все эти контакты изгибаются, и если какой-то из них не дотрагивается, звука и не будет. Я очень долго все это дело вычищал, настраивал, и все равно у меня сейчас некоторые клавиши не работают, пропадают. У меня была одна такая неприятная проблема, как правило, тоже присуща старым синтезаторам, когда на него что-то разлили, пролили на клавиатуру. Там вино, сок, что-нибудь такое. То есть оно просачивается через клавиши, падает на вот эти штанги, с годами хранения засыхает в такую массу. И понятно, что звука нет, потому что контакт не доходит до штанги своей. А во-вторых, еще и залипает на... То есть, ну, дотронулся до этой массы, и все. А здесь добраться, чтобы их почистить или вообще разобрать, надо разобрать полсинтезатора. То есть отпаять блок, отпаять все провода, то есть тут, ну, снять весь этот блок. То есть это очень сложно. А учитывая, что еще на каждый из вот этих вот проводочков, которые изгибаются, когда я клавишу жму, там стоит еще отдельный диод, и снять аккуратно все это, не что-нибудь не сломав, это целое, не знаю, мое уважение тому, кто действительно разберет и соберет эту клавиатуру целиком и полностью. Это титанический труд, я вам скажу. Поэтому, как правило, ну, синтезаторы я чищу другим способом, не разбирая. Это берется художественная кисточка, берется состав, который как хорошо разъедает вот эту всю гадость, но металл не портит. И аккуратненько, шаг за шагом, каждый контакт, каждую штангу ты вычищаешь. То есть вторая беда, если у вас будет залита или испорчена клавиатура, это очень сложно будет сделать или восстановить, или почистить. Это очень много трудов. Что еще с особенностей здесь? В принципе, система его очень проста. Вы поняли, здесь блоки с платами, там, где все платы можно достать, там вытащить, отремонтировать, вставить на место. Это очень здорово и очень легко. Здесь фейдера, которые просто прикручены и к ним распаяны. И здесь блок клавиатуры. Там вон в углу трансформатор стоит. Особенность конкретно вот этого, вот этого варианта корпуса. Вот тут я такую штучку пришарашил. Я думаю, видно, да? Я увидел на роликах, что есть регулятор портаменту, но у себя я его найти, ну, не увидел на передней панели. Только потом, разобрав синтезатор, я увидел, что есть вот такая вот ручка, и это и есть регулятор портаменту, но у него не было рычага. Я не знаю, какой он в оригинале на самом деле. Я себе вот такую штуку сделал, чтобы можно было хоть транспонировать каким-то образом. Не знаю, кстати, зачем это нужно. То есть можно просто октаву вниз понизить, я потом покажу. Но она очень неточно понижает, не ровно на октаву, а на там какую-то часть. То есть аккуратно перейти на октаву вниз или вверх, это, ну, невозможно. Ну, вот такая вот особенность. Еще особенность конкретно этого корпуса. У него были ножки, которые являлись частью корпуса. То есть вот тут есть такие отверстия, вот здесь и вот тут, наверное, да, не видно. Там были ножки, которые можно было вот как бы вот разлаживать вот так. И в сложном состоянии они являлись и ручкой вот здесь вот, за которую можно было его брать и нести. Только в моем случае ножки-то были, но, видимо, там была еще какая-то запчасть между ними, которая соединяла эти две ножки. То есть я в фотографии нашел синтезатор, и там видно, что была какая-то часть, но, естественно, у меня ее уже за старостью лет нету, потеряна. И без этой части ножки не стоят. То есть он падал просто с синтезатора, и я решил не заморачиваться, просто поставил, ну, отвинтил их. Что еще такого особого можно сказать про синтезатор? То есть он выполнен, как и многие советские устройства, надежно, бронебойно. То есть это все алюминий, такой добротный, толстый. Нижняя часть у меня тоже есть, она тоже из алюминия. Ну, пожалуй, все.
интересных особенностей каких-то здесь нет. Что я переделал? Сейчас я опущу синтезатор на место, расскажу. Так, опустил синтезатор. Первое, что я сделал на этом синтезаторе, как я уже сказал, при транспортировке был поврежден пятиштырьковый разъем, его можно было заменить. Находятся они вот здесь вот. Вот тут один, тут второй. Но поскольку уж все равно менять, я решил не заморачиваться и поставить обычный джек. Благо здесь в железной панели, в которой крепились эти разъемы, там 4 отверстия, 2 из них заняты разъемами, 2 пустых. А пластмасска сверху просто закрывает все 4. То есть я рядышком, там, где было монтажное отверстие, под что-то предусмотрено, я просто поставил внешний разъем под обычный джек. И вот здесь он сейчас очень удобно у меня подсоединен. Ну, вот такие особенности. Собственно, вот такое предисловие и рассказ о таких технических каких-то моментах синтезатора. Расскажу про... Стоит уже, пожалуй, рассказать про переднюю панель и про элементы управления синтезатора. Конкретно в моем синтезаторе нет одной клавиши, и мне неоткуда взять ее, донора никакого нету. Потому, ну, тут у меня дырка. Управление состоит из 3 блоков. Вот таких как бы визуально разделенных. Здесь 3 части, 3 пластмасски. Вот эти пластмасски, они никак не прикручены, никак не держатся, а держатся они за счет вот этих вот, как это сказать, пимпочек, да, на регуляторах. То есть если я их вот эти все сниму, то эту штучку, пластмасску, просто можно снять. Не знаю, вот такое решение. Не понял, что вот это такое. Вот если кто знает, объясните. Может быть, как раз вот эта штука вот каким-то подобным образом крепился сюда вот тот вот блок, который должен ножки держать. Вот не знаю, зачем. Она такое ощущение, что на нее что-то должно защелкиваться. Вот такие 2 пимпочки тут есть. Одна крутится, кстати. Да, а вторая просто заглушена. Ну, это как так заклепка такая. Собственно, клавиатура, да? Попросили меня в комментариях внимательнее читать клавиатуры, потому что при обзоре тома 15.01 я насчитал их 6 вместо 5. Вот. В данном случае внимательно читаю 1, 2, 3, 4 октавы и 1 клавиша. И плюс есть, как я уже говорил, такой транспозер, который опускает, ну, названа эта ручка портаменто в том вот новом корпусе, ну, то есть которая должна опускать всю, и опускает всю клавиатуру примерно на октаву вниз. Не замерял, но думаю, если замерить, то не точно на октаву вниз. По блокам. Этот синтезатор, чтобы вы понимали, задумывался как электроорган. Но, значит, инженеры его снабдили такими элементами управления, что электроорганом его назвать уже в принципе вот не поворачивается язык. И вы слышали звук, еще сегодня услышите, то есть в ролике, то есть вот эти элементы управления и то, как они скомпоновали влияние этого всего на звук, оно делает из этого электрооргана нечто уже большее. То есть я уже не могу сказать, что это электроорган, это полноценный синтезатор. Да, простыми, да, аскетичными, но методами, но звук уже конкретно такой синтезаторный и позволяет добиться такого большого количества разных тембров и звучаний. И звук действительно удивительный. Собственно, первый блок. Назван он здесь фильтр. Самое интересное, что стоит сказать, вот, кстати, было мне непонятно вначале, только потом я догадался. То есть, вот, например, посмотрите сюда, регуляторы выведены вверх. То есть, что кажется, что это максимальная громкость, да? Нет. Это минимальная громкость. И здесь все регуляторы инвертированы. То есть, сверху 0, а снизу максимум. В данном случае циферка 9 стоит. 9, ну да, дальше еще идет шкала, скорее всего, 10, как бы. Мне было непонятно, почему так, но потом, вспомнив, как я смотрел концерты органные на настоящем
эм, физическом, да, органе, в церквях, я вспомнил, что там есть такие вот регуляторы клапана, которые надо на себя тащить, чтобы громче сделать. И вспомнил уже, что задумывалось это как электроорган, и на многих зарубежных электроорганах типа Хаммонда, и у нас, по-моему, еще электроника там какая-то была тоже с такими ползунками, я понял, что это, скорее всего, именно дань вот органам. То есть, что когда регулятор на себя выдвигается максимум. Не знаю, это сделали для исполнителя конкретно, чтобы он не переучивался, или это просто вот такая фишка какая-то особая. Но в данном случае все регуляторы инвертированы в этой версии корпуса. Те, у кого есть Stradin 230, кстати, подскажите, пожалуйста, как там регуляторы. Ну, там крутилки, по-моему. Да, это у меня тут фейдеры, а там крутилки. Я вот у кого-то видел на канале, посмотрю потом, еще зачитаю комментарии, и там вот есть тоже с Украины человек, и у него есть 230-й Stradin. Я думаю, поделится потом в комментариях информацией, как там в Stradin 230-м. Тоже, кстати, в таком корпусе. Значит... К чему это все? И в новом корпусе регулятор уже в правильном виде, то есть вверх. То есть это так вначале удивляло, забавляло, что все обратно, и сейчас в этом даже какой-то прикол есть свой, то есть на себя двигать. Ну, это чтобы вы понимали, что надо немножко смотреть это обратно. То есть в данном случае это в нуле стоят, а это на себя в максимуме. Первый блок, который здесь назван фильтр, состоит из 6 регуляторов. Объединен. Все регуляторы здесь... Нет, не все, кстати, да. Вот тут один отдельный. Объединены в группы по 3. То есть 3 регистры тут, конечно, по отдельности. И здесь тоже 3 и 3 регулятора. Самый первый регулятор называется ударение. Уже не раз говорил, и еще раз повторюсь, что советские инженеры очень поэтично называли некоторые виды регулировки. В данном случае ударение, вот, кстати, да, он работает, это введение в чистый звук органа фильтра, огибающих, вернее. То есть вот это вот сейчас в нуле, когда он находится в ударении, это сейчас чистый звук органа. Я сейчас продемонстрирую. То есть чистый, как он есть. В данном случае включен первый регистр и пятый. Я не знаю, может есть какое-то у них особое название. Я знаю, что они названы циферками, но как это выразить музыкально, не могу вам сказать, потому что сам я не музыкант. И повторюсь, для тех, кто смотрит такие мои ролики впервые, я не умею играть, и если вы там видите огрехи игры, как-то я неправильно руки держу, то это нормально. И поэтому я не могу сказать, как называется первый регистр. Здесь он обозначен 8 и такая кавычка, то есть, скорее всего, минуты, то есть, или секунды. 8, 6, 2, и тут 2 третьих получается, 2 и 1. То есть я их просто называю по порядку, как они есть. То есть от самого нижнего к самому верхнему. То есть 1, 2, 3, 4, 5. То есть 5 регистров для меня это. Как для человека музыкально необразованного, не вдаваясь в подробности. Да? То есть в данном случае звучит первый и чуть-чуть пятого. То есть еще раз повторю, да. И можно вводить, естественно, другие какие-то. Вот сейчас я всех по чуть-чуть ввел. Будет такой, органный уже звук. Этот звук чистого эстрадина, без всяких огибающих, без всяких других примесей. И вот это вот ударение вводит в этот звук уже все остальные элементы, в данном случае огибающие. То есть, но перед тем, как я приду к рассказу об огибающей, которая здесь очень-очень-очень специфично работает, я должен рассказать еще об вот этих двух регуляторах. Второй регулятор называется полоса. В принципе, довольно верно. То есть это на самом деле полоса среза фильтра. То есть сейчас фильтр закрытый. И, естественно, я на себя его, когда двигаю, открываю.
И третий регулятор называется яркость. Яркость, это название я уже встречал на Юности 21, и это резонанс на самом деле фильтра. То есть сейчас я фильтр немножко закрою, да, и добавлю резонанса. То есть понятно. В принципе, классические регуляторы, да, вот хотя, не, скажем так, вот точно, что резонанс и фильтр, наверное, уже не стандартные регуляторы для органа, по крайней мере, ну, я немного органов видел, я видел Лиль 22-ю, электроника какая-то, не вспомню, и видел эстрадин, такой двухмануальный, там еще такой зеленый глазок, я вот не помню, как он называется, это вроде как самый крутой орган от эстрадина, вот, и, по-моему, там фильтра не было. Я его подробно, правда, не изучал, ну, в общем, я считаю, что это все-таки уже более синтезаторный признак, когда есть фильтр. И вот теперь, обозначив вот эти три регулятора, можно рассказать про, так сказать, особенность уже работы, про вот эти три регулятора. Называются они очень просто: атака, затухание и пьедестал. То есть и можно как бы догадаться и предположить, что это огибающая, практически классическая ADCR. Но в данном случае она здесь работает очень нестандартно, не так, как мы представляем обычно огибающую. И вот это выделяет этот синтезатор, его звук из всех других. То есть я сейчас по вот этой огибающей могу вполне так, наверное, даже узнать этот синтезатор. Что я сейчас сделаю? То есть, понятно, я в звук уже в ударение ввожу, то есть вот эти регуляторы будут очень сильно влиять на работу всего органа звука. И я смогу продемонстрировать звук и работу именно этих регуляторов. В чем особенность? Начну с того, вот сейчас они все в нуле закрыты, да, то есть фильтр, все закрыто. Сейчас послушаем, что-то есть, нету звука. Звук есть, но, как видите, он такой очень такой короткий, то есть... То есть уже звук. Такой эффект, вот не знаю, как это по-русски назвать, по-английски plucked называется, когда такое короткое врывание звука. Сейчас я чуть-чуть фильтр открою, он чуть-чуть ярче станет, этот плак, но звук такой коротенький. То есть понятно, да? И теперь можно потихоньку рассказывать о вот этих регуляторах. Очень необычно здесь работают атака и затухание. Вы слышите, фильтр сейчас где-то наполовину закрытый, то есть звук приглушенный, и я ставлю атаку в максимум. Как мы предполагаем, что обычно работает атака? То есть я жму на клавиши, и звук доходит до определенного уровня. Обычно до уровня до уровня фильтра выставленного, то есть до уровня вот этого регулятора. Логично как бы такое поведение ожидать, но не в этом синтезаторе. Сейчас атака максимальная, фильтр наполовину закрытый. Смотрите, что происходит. То есть атака открывает звук фильтра на максимум и потом закрывает его до уровня фильтра. То есть открыла до предела и вернулась как бы на ступеньку вниз. И вот этот эффект дает такие очень необычные приемы игры уже, когда ты привыкаешь это все делать. Задержку, естественно, можно регулировать, да? Сейчас добавлю еще резонанса. То есть, понимаете, да? И вот это уже звук синтезатора.
синтезатора, органа, который стал синтезатором. Я сейчас выключил все регистры, кроме первого. И звук такой будет, если не играть аккордами, будет очень монофонический. Опять я убрал резонанс. Сейчас просто послушайте. Атака так работает интересно. То же самое с затуханием. Я сейчас атаку полностью убрал. Затухание, извиняюсь, работает аналогичным образом. Только наоборот, с максимально открытого звука она его затухает. Играю те же самые аккорды. Это звучит вообще великолепно, когда звук аккуратно открывается до предела и закрывается. Таким образом, здесь работает затухание в паре с атакой. И помимо этого регулятора есть еще регулятор пьедестал. Вот этот регулятор мне был непонятен, я считал, что это систейн. Но вот не прав я был. То есть, как это объяснить именно не музыкально, а в музыкальных и каких-то электронных терминах, вот не могу, поэтому буду какими-то образными терминами работать. То есть сейчас новый регулятор выставил в 0, короткий звук, да? И вот этот регулятор, вот как раз вот он как бы делает длину вот этого первого открытия. То есть я сейчас чуть-чуть его выдвинул, еще чуть-чуть выдвинул. Ну, на систейн очень, конечно, похоже, но это именно частота открытия систейна получается. После вот этого всплеска. Необычный регулятор. Вот сейчас на максимум я его открыл. То есть он как бы является частью вот этого фильтра, но более такой подробной и именно по нажатию клавиш. Помимо вот этого всего, то есть вы уже понимаете, что есть фильтр. Я сейчас перескочу через регистры. В принципе, с регистрами все понятно, да. То есть сейчас вот один самый первый открытый, да. Второй. Третий. Еще выше. И самый высокий. То есть самая высокая нота. Ну, не самая, а там последняя. Там. Помимо этого еще не забываем про портаменто. Но в данном случае сейчас это как бы он в верхнем положении, когда клавиатура высоко. Сейчас я его вниз запущу, просто послушайте, как оно работает. Слышно, да, что он опускает не ровно на октаву, а вот что-то там не добавляет. То есть можно взять, конечно, тюнер, посмотреть, насколько он не дотягивает. Так, третий блок. В третьем блоке мы можем увидеть красный светодиод, включатель и еще 6 регуляторов. Так.
Сколько у меня времени осталось? Ага, время еще есть. Много разговариваю, но об этом синтезаторе нужно просто рассказать все, что смогу. А на демонстрацию я, наверное, выделю еще немного времени, просто поиграю потом на нем. 6 регуляторов по 2 блока. Первый блок называется вибрато. То есть это огибающая классическая, то есть какая-то синусоида, частоту которую мы можем регулировать. И первый регулятор называется частота. Этой синусоидой мы можем влиять на тембр звука и, получается, тон звука. Высоту, да, тембр и высоту. То есть в музыкальных терминах это называется тембровое вибрато и частотное вибрато. Тем, кто не особо знаком с вот этими премудростями, я просто покажу на примере. Что такое частотное вибрато? Это когда нота как бы дрожит. Вот сейчас я выведу его, то есть вот без него, вернее, да, одна нота какая-нибудь, сейчас нажму. То есть звучит, да? Вот ввожу частотное вибрато. Вот так вот как бы дрожит, да? Ну и скорость я могу, естественно, этого дрожания менять. Сейчас вот меньше. Или больше. Понятно, да? Что такое тембровое вибрато? Для этого должен фильтр быть немножко закрытый. Вот я сейчас его закрыл. Я все забываю. Сейчас. То есть вы слышите ноту, да? И тембровое вибрато меняет именно глубину фильтра. Понимаете, да? Ну, их можно одновременно выводить, например, и то, и другое. То есть это огибающее. В органах, в принципе, это и нормальный как бы элемент, но обычно там именно частотное вибрато, и еще там изредка, ну не изредка, бывает тремоло, тоже когда звук вот дрожит. Последние 3 регулятора — это послезвучие. Послезвучие — это, в общем-то, тоже некий вид огибающий, то есть если оно стоит в нуле, то нота звучит только когда я держу регулятор. И вот именно когда послезвучие стоит в нуле, и сейчас я выключил опять все регистры, кроме первого, звук будет очень напоминать звук таких классических синтезаторов, монофонических классических синтезаторов типа там Корга или Роланда. Если играть, опять же, не аккордами, а если еще и резонанса добавить. Это играет только первый регистр. Естественно, с каждым, ну, например, если я выведу 3-й регистр, то будет более высокий звук, более интересный. Сейчас я немножко добавлю частотного вибрато. Еще добавлю. И это еще не самый высокий звук. Как вы понимаете, самый высокий звук — это последний регистр. И это очень пронзительный такой звук. Сейчас просто дойдем до него, да? То есть это, да, довольно такой тяжелый звук для восприятия, но обычно это все под фильтром играет и звучит достаточно красиво, мелодично, когда его приглушаешь. Это сейчас атака работает так. Я сейчас уберу немножко атаку. Ну и, естественно, мы можем получать какие-то комбинации разные из сочетания тембров. И сейчас я буду немножко потом наигрывать, покажу. С послезвучием, естественно,
То есть сейчас я нажимаю, и она пропадает. С послезвучием звук продолжает звучать после отжатия клавиши. И еще идет такой шлейф. Забыл сказать, как всегда, у меня в линии обработки сейчас звука стоит реверберация. То есть на синтезатор конкретно работает ревербератор тоже с таким длинным шлейфом, поэтому просто учитывайте, что чистый звук обработан. Про коммутацию. Сейчас синтезатор подключен через ямаховскую консоль. Там есть посыл на реверберацию. Вон там лежит драм-машинка. Надеюсь, видно. Кто-то предположил, что это синтезаторный модуль, который звучит в видео, кстати, в очерке. Нет, на самом деле это драм-машинка Yamaha RX-15. Про нее тоже сделаю обзор. Тоже такая винтажная штука, очень интересная. На ней сейчас из обработки висит SK100, и она с делаем. Я вот сейчас включу, поймете. Вот это вот такой искаженный звук эхо, это именно SK100. Тоже записывал про него небольшой очерк. Многие видел, писали, что, мол, почему такой искаженный звук, там, поставь лимитер, почему так искажает. На самом деле это сам эска искажает. То есть не я. Не я виноват. У меня обычно всегда в тракте включен в конце лимитер, чтобы звук сильно не перегружал. И если вы слышите какие-то искажения, то есть это какие-то из моих модулей в тракте, обычно это SK100, то есть он бит-крашинг делает звука, он его там, я обычно предельные какие-то значения на нем накручиваю, потому что именно на предельных значениях SK100 выдает самые интересные звуки. Вот. Поэтому многие меня ругают, я уже как бы внимания не обращаю просто. Сложно объяснить людям, что такое наслаждаться шумом старого какого-нибудь синтезатора или ревербератора. Так, про послезвучие сказал. Еще регулятор, который присущ только этому синтезатору, и нигде он больше не существует. И даже в проспекте на этот синтезатор в рекламе этот регулятор, сейчас вот постараюсь вспомнить, как там было написано, повышает общую яркость звучания синтезатора. Регулятор называется Brilliance, то есть бриллиант, звук бриллиант. Объяснить его действие достаточно не то, что сложно, но постараюсь своими словами. Когда мы сейчас вот, например, работаем с звуком, который обработан фильтрами, да, вот послушаем, да, сейчас звук будет под фильтром. То есть понятно, на него там уже огибающее, все работает или так. То именно регулятором Brilliance я могу ввести в него чистое звучание органа, и оно еще чуть-чуть чем-то вот, то ли громче оно, вот непонятно. Вот сейчас я микрофон отложу, просто нажму клавишу и введу в этот регулятор, просто услышите. То есть для меня этот регулятор просто работает как некий кроссфейдер, микшер между звучанием чистого органа и звучанием органа после обработки всеми фильтрами. Вот для себя я его так воспринимаю. Может, если кто-то знает какую-то особенность, которую дает этот регулятор. Просто если я сейчас сделаю звук чистого органа, вот, да, открытый, и выведу этот регулятор, по-моему, ничего не изменится. Вот, послушаем. То есть вы слышали, ничего не изменилось. То есть для меня он именно как дополнительный микшер, кроссфейдер, переход от чистого звука к звуку обработанному. И последний регулятор — это классический регулятор всех аналоговых синтезаторов, называется подстройка, для того, чтобы при выступлении, а вы знаете, что аналоговые синтезаторы имеют свойство расстраиваться просто от температуры, от перевозки, от чего угодно. И поэтому всегда перед выступлением его нужно настроить по тюнеру. А особенно если их несколько, то это просто обязательно, потому что, как правило, может уйти строй очень далеко. Про апартаменты рассказал, да, что вот снизу такой рычаг, который меняет высоту тона. Вроде бы ничего не забыл из особо важного.
именно из технического, да, из регулировок. То есть все это были слова, рассказы, понятно, но все вот эти вот, сейчас скажу даже сколько, все вот эти вот э, 30 минут, да, или больше даже уже, больше, час я уже разговариваю. Весь вот этот час на самом деле можно было бы заменить 20 минутами просто игры на этом синтезаторе. Потому что история, конечно, это хорошо, рассказы это тоже неплохо, монологи, да, но звук тоже очень важен. И по традиции я просто посвящаю звуку синтезатора обычно блок в конце тем, кто все-таки дослушал, кому было интересно, чтобы уже мог на фоне вот этой всей информации воспринять звук этого синтезатора. Но перед тем, как перейти к блоку со звуком, да, я еще раз, наверное, просмотрю комментарии, которые были в очерке к очерку номер 4, и, может, чего-то я забыл. Просто просмотрю. В принципе, здесь не так много комментариев, всем я, в общем-то, отписал, но в видео просто, когда я сейчас что-то разговариваю, я могу просто подробнее ответить. То есть еще раз могу сказать, что абсолютно точно угадал Сергей Леньков. Он сразу же написал, практически уверен, что это S-Trade Solaris 314. Да, это абсолютно правильно. Я, чтобы держать интригу, не подтверждал это всего, ну, поймите меня, я просто сказал спасибо, как знать, как знать. Но действительно, он знал. То есть человек дальше с ником таким Чикатило сказал, не думаю, что это Solaris 314. Очень забавно, кстати, то, что многие предполагали, мне в личку там писали люди, что это вообще зарубежный синтезатор. И да, у меня была такая задумка, чтобы его действительно перепутали с чем-то, потому что вот звук у него очень шикарный. Это, наверное, отсылка даже к той, как сказать, к той неприязни к нашим аппаратам. Есть вот люди, которые говорят, вот, все советские синтезаторы звучат плохо. Не все. Вот не все звучат плохо. Это вот яркий пример, когда советский синтезатор может звучать хорошо, действительно, ну, со своим характером и действительно со своим таким жирным очень звуком. Сейчас открою. Так, вот, да, кстати, следующий комментарий от пользователя Джуно написал, ух, как жирно, да, действительно, звук жирный, вот он просто прорывается, опять же. То есть 5 регистров, и вы видели схемотехнику, да, то есть 3 платы обрабатывают клавиши, и дальше там делители. И на каждый регистр по своему регулятору. То есть, и когда на нем играешь, если какой-то контакт не добивается, ну, да, не срабатывает, то другие-то 3 могут сработать, и звук из-за этого еще очень динамичный. Ты когда играешь, такое ощущение, что действительно на живом на настоящем играешь инструменте, звук может пропасть, там где-то чуть-чуть щелкнуть, поплавать. Это придает динамику очень звучанию, и мне вот почему-то напоминает иногда моментами, я постараюсь найти такой здесь пресет, чем-то даже в Хаммонды, вот вспоминаю, это там, когда по клавишам прям бьешь, такой прищелчок свой, вот именно свой звук вот такой особый. И, ну, в органах он очень ярко его слышно, хаммондовский звук. Так, что у нас тут дальше? Пользователь NXBane спрашивает, шикарно, что-то подобное можно симулировать в VST. Вначале очень понравилось звучание. Ему ответил Дмитрий Цимбаревич, в принципе, все верно написал, что все, конечно, VST это круто, и я сам работал с VST, но когда впервые получится потрогать хотя бы простой какой-то синтезатор аналоговый, советский там или еще другой, то потом очень сложно вернуться на VST, потому что, ну, нет той живости. Вот многие говорят, что в советских, не в советских, в аналоговых синтезаторах есть душа, а в цифровых синтезаторах душа оцифрована, то есть ее нет. И я в чем-то даже согласен. Что у нас тут еще? Предположение от Тед Андерсон. Электроника М25. Кстати, за электронику многие голосовали, за 25-ю. Она у меня просто есть. Может, кто-то знал, что она у меня есть, а может, просто звук похож. На самом деле, я вот сейчас присижу и думаю, как бы смог бы я такой звук выкрутить на электронике. И вот некоторые из вариаций нет, не смог бы. А некоторые, да, действительно можно попробовать. То есть не пробовал. Можно даже будет ради интереса запилить как бы ролик на эту тему
и попытаться настройки регистров там огибающих сделать одинаково и посмотреть, насколько будет отличаться звук электроники от звука эстрадина. И он будет отличаться. Вот все-таки из всех моих сейчас синтезаторов, уже их 4, да, том, юность, электроника и эстрадин. Самый мягкий звук сейчас взял пьедестал эстрадин 314. До этого этот пьедестал держал том 1501. Он был такой очень мягонький звук. Но вот сейчас по сравнению с эстрадином я могу сказать, что том дает очень правильный звук. Он очень точный, он всегда работает как надо. А эстрадин имеет свой характер. То есть из-за того, что вот особенности этих клавиш, еще какие-то звуки, у него очень мягонький звук, и он очень специфичный, он меняется в манере. И еще клавиатура здесь очень необычное ощущение клавиатуры. То есть она ведет себя, ну, наверное, да, лучше, чем пока все вот те вот синтезаторы. Так. Что у нас еще? Пользователь Сема ответил год и страну СССР 84, и это абсолютно точно. То есть 84 год СССР. Ну, удивительно, на самом деле. Вот я не знаю, как люди догадываются, угадывают это все, но это круто. Это просто поклон и уважение. Серджио Авио, вот этот пользователь, я подписался на его канал. Этот человек тоже с Украины, тоже увлекается синтезаторами, насколько я понял, очень. И он пошел методом исключения. Говорит, Фами 1М отпадает. То есть тут рассуждение именно о клавиатуре, что от фа до ми, здесь же от до. И предполагает, что... предполагает, что это не Solaris, хотя похож. И предполагает, что если бы был Opus, то я бы включил ринг-модулятор. Opus, кстати, это моя тоже такая... Ну, не мечта, но такое мое желание когда-нибудь хотя бы его потрогать, Opus. Потому что вот Opus по звуку тоже он очень интересный, очень. Что у нас дальше? Сквизгар The Punk, админ группы аналоговые синтезаторы М25 с диким юзанием всех ништяков секции духовых. Ну, вот надо попробовать, я честно не знаю. Может быть, на электронике 25 можно такое рулить, но у меня не получалось, просто не получалось. И тут под этим комментарием просто целый такой диалог, кота-монстр такой у нас был, пользователь в комментариях. И вначале он предположил электронику 25-ю, и позже все-таки сказал, что это вообще не советский синтезатор. И в конце передумал и назвал абсолютно точно, то есть Solaris 314 первого выпуска черного цвета. И угадал он это по местам стыков боковин. Вот насколько я понял, этот человек угадал по вот этому. Видите, вот этот поворот такой. То есть, этот поворот, такой резкий угол, он присущ, наверное, только, этому синтезатору и 230-му, опять же, эстрадину этому корпусу. То есть я не видел таких больше форм. Так, что еще здесь предполагали? Сейчас, как правильно это прочитать? Ionium Music, когда интрига раскроется. И Диплодок предположил Opus. Да, опять же, Opus, да, это не Opus. И все, вроде никого не забыл в комментариях. Может, где-то еще тут бы писали, но уже не будем смотреть. В общем, всем спасибо, кто писал, угадывал. Действительно, это я конкретно читал комментарии с Ютуба. Может, где-то еще были какие-то предположения, но я сейчас в социальных сетях не слежу, потому что ролики бывают, порой уходят очень далеко, за ними всеми не уследишь. Собственно, на этом закончим техническую и философскую часть видео и перейдем к наруливанию звуков. По классике я буду просто чего-то пытаться играть, что-то наигрывать и рулить по ходу дела пресеты. Надеюсь, что-нибудь получится. На ходу. Сколько у меня время? Времени у меня не так-то и много.
Wow.